В этом фильме мы расскажем о кругосветном путешествии на автодоме вчетвером. Я, моя жена Ли и двое наших мальчишек. Через Ближний Восток и африканский континент мы доберемся до самой южной точки Африки – Кейптауна, погрузим машину на корабль и отправим ее в загадочный Уругвай. Потом пересечем обе Америки и через Тихий океан вернемся домой. Мы сделаем наш путь образом жизни, пусть и на время. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Мы продолжаем путь по Анголе и направляемся к каньону Тундавала. Помните, в прошлой серии мы встретили ярко одетых девушек из племени Мвила с огромными глиняными ошейниками. Так вот, это полукочевое племя, представителей которого можно найти только в южной части Анголы. В отличие от других племен, оставивших свои дома в ходе гражданской войны и перебравшихся в соседние более безопасные страны, Мвила никогда не покидала родную Анголу. Они разводят скот, выращивают пшеницу, а также держат пасеки и регулярно питаются медом. А вот и они. Взрослые девушки Мвила до самой свадьбы вынуждены носить традиционные соломенные ошейники, щедро покрытые глиной. Став замужней дамой, девушка в торжественной обстановке лишается своего ошейника. Теперь она обязана носить многорядные бусы. Кстати, как и у многих африканских племен, у Мвила распространено многоженство. Плато резко обрывается, и перед нами оказывается сам каньон, а вернее пропасть Тундавала глубиной более 1 километра. Где-то там вдалеке или уже совсем рядом бушует безграничный Атлантический океан, к которому мы так спешим, который так манит нас своей бесконечностью. Мы двигаемся по Анголе к береговой линии, притягиваясь словно магнитом к океану, не в силах оторваться от него. Атлантика, Атлантический океан. Как же мы хотели его, как же мы гнали. Мне сложно описать это. Когда тебя окружает море, ты чувствуешь его дыхание во всем. Его влагу, запах, его горизонт. Слова здесь бессильны. Люди, живущие на берегу, они другие. Они связаны невидимыми нитями с ним. Их взгляд привык смотреть прямо на линию горизонта, не опускаясь ниже. Их движения неспешны, как накат волны на песчаный берег. Куда бы ни закинули нас дороги, мы обязательно придем к месту, где они заканчиваются. И начинаются иные пути, новые открытия, но уже в другом мире, мире океанов, морей. Когда-то, путешествуя по Европе на своем стареньком микроавтобусе и упершись в океан во французской Нормандии, меня словно ошарашило. Я сидел на берегу и провожал солнце в последний его час. Было смертельно тоскливо, я был один, и мне казалось, что все слишком однообразно, зациклено. Земля круглая, дороги конечны, солнце вернется с другой стороны и начнется все заново, как и вчера. Какой смысл? Но громом пронзила мысль. Нет, конца пути нет, и все меняется, если посмотреть вдаль, на тот парусник, уходящий за солнцем в горизонт. С этого дня я понял, что у меня появилась мечта – парус. Мечта, она и есть бесконечность. Она питает тебя и дает жизнь, дыхание. С
с этого момента я начал мечтать, объезжая по пути все порты, марины, гуляя по мосточкам меж покачивающихся на волне белоснежных яхт, слушая по вечерам скрип мачт или завывание ветра о них. Или сидел на берегу и смотрел, как наполняются вдалеке их паруса. Теперь мне было все равно, куда идет дорога, лишь бы она шла вдоль берега моря. С этой своей мечтой я проехал все побережье Атлантики и Средиземноморья. Иногда меня приглашали зайти на лодку, посмотреть, пощупать. Я снимал ботинки и нерешительно вставал на зыбкую, покачивающуюся поверхность. Гладил мачту, штурвал, спускался вниз, открывал люки. Я стал интересоваться морскими цыганами, людьми, связавшими свою жизнь со скитаниями по волнам, покинувшими сушу. Я не знал, что и как на самом деле. Все было в розовой дымке, оболочке. Но это и была мечта, такая, как есть. Я готов был хоть сейчас променять все на нее и отчалить от берега. «Не спеши, надо учиться», — говорил разум, «и тогда все у тебя сбудется». Я вернулся со своей мечтой домой и начал учиться. У Анголы сложная история. Бывшая португальская колония, получившая независимость лишь в 1975 году и сразу же окунувшаяся в гражданскую войну. Борьба за власть, нефтедоллары и непонятно за что еще. Мы все знаем, из-за чего случаются войны. Кто за кулисами смотрит на карту мира, как на шахматную доску, и двигает фигуры. Как известно, короли не идут в бой. Войны начинают идеями, а расплачиваются жизнями. И расплачиваются те, кто не сидел за столом, когда эту партию начинали. Борьба за независимость, последующий ужас 13-летней гражданской войны, которая так разобщила людей, о ней свидетельствуют разбросанные тут и там остовы танков, должна была лечь нестираемым отпечатком в менталитете народов. Но, как истинные африканцы, они быстро все позабыли и живут сегодняшним. Страна, богатая нефтью, газом и алмазами, тем не менее бедная людьми. Разрыв в благосостоянии людей – один из самых высоких в Африке. Но что же так впечатляет в Анголе, сами не поймем. Контраст. Эта страна не похожа на другие. В первую очередь, это культура, воспитанная Португалией, но замешанная на Африке. Тоска по прошлому, да и по-настоящему тоже. Пожалуй, португальское слово «саудаде», воспетое великой Сезарией Эворой, не передаст лучше то ощущение, которое испытывают ангольцы и которое очень близко русским. Именно это чувство я ощутил, именно его увидел в глазах сидящих на берегу моря людей и смотрящих в горизонт за уходящим солнцем. Африка — это всегда люди, а в Анголе один из самых больших приростов населения. Еще мы заметили, что здесь много мулатов, полукровок. Интерес к нам достаточный, скорее в силу необычной машины и странных номерных знаков. И особенно интерес у мальчишек-попрошаек, коих здесь в превеликом множестве и даже более настырных, чем в других странах. И наоборот, взрослые подходят и спрашивают, чем нам помочь. Кто-то пополнил счет на телефоне, отказавшись принять наличные. Кто-то купил что-то. Жить на море становится невыносимо. Ночью в машине за 30 при 100% влажности. Хочется стянуть с себя кожу. Но двери открывать нельзя. Проворные комары сразу же наполнят все пространство внутри. Мы в столице Анголы, Луанде. Первое ощущение – въехали, если не в Дубай или Нью-Йорк, то, по крайней мере, не в африканскую столицу. После тех, которые мы посетили на континенте, это восхищает.
Грамотная планировка, которая отдала дань пространствам, особенно примыкающим к океану. Широкие проспекты, большие площади с объектами поклонения, высотки, гордо отражающиеся в воде. Но главное – бесконечная набережная с прогулочными дорожками, лавочками для медитирования и зонами для пикника. Все, что нужно, все выигрышно. Есть офисы для работы, есть место, куда можно сбежать из офиса. Лучший город Африки. Однако здесь все-таки что-то не так. Когда начинаешь всматриваться, становится очевидно, что город замер. Только привстав с колен, но и не в силах выпрямиться. Остановились стройки, замерли высотные краны. Бетонные коробки не светятся огоньками, а как тени стоят над водой. Что-то произошло, что-то обездвижило всю работу, строительство. Город, задуманный как мегастолица, самый большой мегаполис континента, обескровлен. Финансовый кризис или простая коррупция? Еще несколько лет назад Луанда была самым дорогим городом мира, обогнав на своем взлете Токио и Нью-Йорк. Все мировые нефтекорпорации открыли здесь филиалы, заселили сотрудников, отчего средняя стоимость аренды жилья в современной башне поднялась до 7-10 тысяч долларов в месяц. Здесь, как нигде, бросается в глаза контраст между богатством и бедностью. Шикарные банки, магазины, рестораны, дорогие машины смешались с трущобами, уличными торговцами, попрошайками, чистильщиками обуви и мусором на улицах, в котором все тонет. И в то же время по городу приятно гулять. Он отражает все в мире разом. Многоквартирные обшарпанные дома прошлого века, над которыми возвышаются зеркальные окна лакшери-апартаментов. Полуразрушенные колониальные шедевры архитектуры. Потрясает граффити на фасадах ветхих строений, отражающее субкультуру молодежи. На улицах огромное количество тусовок и молодых неформалов. Множество питейных заведений, дешевых забегаловок. Я уже говорил, что в Анголе культ пива. Его пьют за столиками уличных кафе или в темных барах в подворотнях с утра до поздней ночи. В таком городе хочется умереть молодым. Вот только с уличной едой почему-то не очень. Непонятно, чем закусывают, если все пьют. Obrigado. Ага, obrigado. Город, в котором ты найдешь отражение лица любого общества, разных культур и людей разных достатков. Здесь можно гулять бесконечно, находя за поворотом что-то новое, но только не ночью, точно ограбят. На вершине холма раскинулась португальская цитадель, откуда виден морской залив, порт и город в целом. Музей с военной преимущественно советской техникой и пустынными залами. Зато отсюда видны бесконечные трущобы, фавелы и потрясающий закат над ними и океан. Мы отдаляемся от Атлантического побережья и едем на восток, вглубь страны. Природа Анголы потрясающая и такая разная. От равнинной саванной на юге со стоящими дозором охранниками, баобабами, до бушующей тропической зелени в центре страны. Сеть рек снабжают все это богатство лесов, не пересыхает летом. Гранитные голые скалы неожиданно вздымаются из этой растительности. Иногда попадаются бархатные зеленые горы, которые хочется погладить рукой. Да, здесь убитые напрочь дороги. Много раз, пытаясь избежать грунтовок, мы вынуждены были делать крюк в несколько сот километров.
Да и асфальтированные дороги прибавили мне седых волос и научили ругаться матом. Ямы, вылетающие на тебя из-за поворота, провоцируют возненавидеть все вокруг. Трафик в городах хаотичный, со старыми машинами и трехколесными мотоциклами с кузовом из людей, где они молотятся вперемешку на кочках, вцепившись руками в борта. Очень было странно после этого, что полицейские попросили наших ребят пристегнуться на задних сиденьях автодома. Кстати, о полиции. Ее много. На блокпостах тебя везде останавливают, часто просто посмотреть в глаза, иногда и документ спросить. Иногда просят, как бы на удачу, немного денег на содовую, но, столкнувшись с непониманием языка на наших лицах, отпускают. Никакой злобности или наглости. Бедные селения с глинобитными хижинами, накрытыми соломенными крышами, но счастливыми людьми. Поймали обезьяну? Кто это? Макака? Почти вся Ангола не электрифицирована. Деревни, не знающие электрического света, стоящие в темноте в непроглядной ночи, только блики огня и запахи дыма от костров и тусклый свет аккумуляторных фонариков, голоса и детский смех в ночной тишине. Ночь медленно спускается, купаясь в лунном свете, а небо покрывается тысячами звезд, укутывая все вокруг уютом домашнего одеяла, унося прочь волнение, согревая и успокаивая. Вдали странными таинственными великанами светятся силуэты баобабов, храня свою древнюю тайну и словно охраняя нас от непрошенных гостей. Вот ребятки к нам пришли ночью, дали им по конфетке, но они не едят. Попросили обувь. А у нас откуда обувь? Мы им не поможем. Они все босиком здесь бегают по колючкам в саванне. Ангола – страна фруктов. Здесь есть почти все, что растет в Южной Африке. Все так дешево. Ну а сейчас сезон манго, и люди спешат сбыть ведрами сладкие, божественные плоды. А какие в Анголе девушки! Стройные, улыбчивые, модные, яркие, с заплетенными косичками, которые на кончиках украшены пластмассовым бисером. Очень скудная уличная еда, но иногда предлагается экзотическая местная кухня. Правда, мы вежливо отказываемся. Мыши и крысы. Водопад Каландула, второй по величине в Африке после Виктории. Сейчас по камням можно допрыгать почти до пропасти, они не покрыты водой. И на них есть надписи. Самую древнюю я нашел 1932 года. Прикольно. Мы в восторге. Водопад не столь полноводен в этот сезон, но не теряет своего великолепия. Ну а в дождливую погоду река бурлит, а струи срываются вниз с максимальной силой. Контур немного напоминает подкову. Изначально водопад назывался Герцог де Браганса, но в 1975 году ангольцы, ставшие независимыми от португальского владычества, поспешили переименовать его. Ребята вдоволь напрыгались по камням и пересчитали все цвета радуги. Не было туристической толпы, а скорее уединение с природным чудом. Можно было осторожно подойти к краю водопада и посмотреть вниз. А потом с местным провожатым, от которого так и не удалось избавиться, по скользкой размытой тропинке через густые джунгли спуститься к самому подножию водопада и через 5 секунд быть мокрым от брызг и почему-то очень счастливым, словно ты обнялся с ним. Мы стараемся рассказывать вам не только о приятном, но и о сложном, о плохом, о страшном. Всем известно, что альбиносы рождаются по всему свету.
Это лишь отсутствие меланина, отвечающего за цвет кожи и глаз. Но только в Африке это очень уязвимая группа людей. Но почему же так? Из-за сильного различия между естественным цветом кожи здесь? Или из-за мифов, страшных суеверий, что люди эти прокляты, а их части тел, наоборот, приносят удачу, поэтому их могут убить? Всю жизнь они страдают от ожогов кожи и от рака, плохого зрения, не могут найти работу, друзей или создать семью. Так еще полная изоляция с детства. И это всего лишь от того, что общество отвергает то, что оно не понимает. Всего лишь невежество и жестокость. Всего лишь. Как много повсюду несправедливости. Всегда ли религия приходит на помощь, или нужно искать свою веру, создавать свои законы, свои заповеди? Мы провели в Анголе 3 недели. Это намного дольше, чем в других странах Африки. Ангола самая контрастная и в крайностях. Люди, природа. Мне кажется, на контрасте легче понять себя, что хочешь, чего ищешь. А еще легче сойти с ума. Здесь было то ощущение, когда ты заполнен до краев. Если ты путешествовал долго, устал и тебя тянет домой, и кажется, что время пролетело быстро, значит, все удалось. Ты полный сосуд. Эту формулу вывел для себя давно. Когда-нибудь мы вернемся. А сегодня очень хочется, чтобы страна сохранила свое неповторимое великолепие, поборола коррупцию, бедность, починила дороги, но оставила стоимость солярки, как она есть. Мы возвращаемся в Намибию, прихватив 100 литров топлива в канистрах и ящик вина. Ну а как же из гостей и без подарков? В следующей серии посетим столицу Намибии и расскажем, как получить американскую визу. Заболеем малярией, окажемся в холодильнике страны и побродим по лучшему музею в мире. Узнаем все о розовом фламинго и уедем в самое сердце пустыни, к шагающим дюнам, откуда нет дороги назад. Путешествуйте с нами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.